Вітаю всіх учасників міжнародного фестивалю кращих инклюзивных практик «Долаючи кордоны». Здравствуйте! Приветствую всех участников международного фестиваля «Преодолевая границы». И лучшие инклюзивные практики будут представлены со всего мира. Мы представляем Украину, город Днепрорудное, в котором проживает всего-навсего 19 тысяч населения, 4 общеобразовательных школы и 5 детских садов. Цель нашего проекта «Открытое пространство» – создать равный доступ к качественному образованию всем детям, независимо от их потребностей и возможностей. Потому что мы считаем, дети должны учиться и развиваться все вместе. С 2016 года в Украине реализовывается проект создания инклюзивной образовательной среды. И мы стали участниками этого пилотного проекта. Более 200 школ в Запорожской области работают над этим вопросом. Также во многих детских садах открыты группы с инклюзивной формой обучения. Все вместе, решая одну большую проблему, создавая условия, мы делаем все, чтобы мир наших особенных деток был ярким и добрым. В Украине, как и в любом другом государстве, хорошо развита система специальных учреждений для детей-инвалидов и детей с особенными потребностями. Но это закрытое пространство, в котором дети остаются один на один со своей бедой. Наш проект, он позволяет расширить эти границы и создать детям и их родителям возможность посещать обычную школу. Реализуя наш проект «Открытое пространство», мы работаем в разных векторах. Во-первых, это сотрудничество с родителями как особенных деток, так и детей обычных. Это общие дела, это общая вовлеченность. Второе – это работа с педагогическим коллективом и повышение уровня педагогического мастерства, привлекая к этому процессу институты последипломного образования и высшие учебные учреждения. Также очень важный вектор – это работа по предпрофессиональному направлению. Мы уже сегодня задумываемся о том, как дальше будет продолжен путь наших особенных детей, какое образование, какую профессию они смогут выбрать для себя. И самый важный вектор – это вектор массовой вовлеченности, когда дети на равных вовлечены в весь учебно-воспитательный процесс, в весь внеурочный процесс, где общими усилиями, помогая друг другу, поддерживая и развивая друг другу, они делают одно общее дело. Внедряя проект «Открытое пространство», мы четко понимали, что начинать нужно с привлечения общественности. И первые мы обратились к городским властям, к мэру города, к депутатскому корпусу. Услышав это, они четко понимали, что в городе должна быть не одна школа с инклюзивной формой образования, а каждая школа должна принимать детей и создавать им условия для того, чтобы они получали образование на уровне всех детей. Вторым нашим вектором это было сотрудничество с Институтом последипломного образования, где грамотные ученые, занимаясь этой проблемой, уже помогли нам в плане реализации нашего проекта. Большая помощь нам была оказана в плане предоставления коррекционно-развивающих занятий. Программное обеспечение, помощь и консультация специалистов нам очень помогли, внедряя этот проект. Также мы поняли, что нельзя быть в стороне и нашим родителям. Прежде всего, это родители нашей школы, потому что было очень много вопросов, как будет организован образовательный процесс, с какими проблемами придется столкнуться именно родителям. Мы очень много уделили этому внимания. Прежде всего таким образом, что мы организовали акции, благодаря которым наши родители, присоединившись к ним, а это были такие акции, как «От сердца к сердцу», «Подари ребенку счастье», и они поняли, что дети готовы принимать всех детей на равных, и у них нет никаких проблем. Поэтому взрослые тоже это прекрасно поняли и прекратили создавать как бы свои внутренние проблемы и убрали свои внутренние преграды. Накануне рождественских праздников
мы решили провести еще одну акцию, когда наши детки с особыми потребностями вместе со своими коррекционными педагогами, а также при помощи и других детей класса, мы создавали рождественские веночки. Эти веночки сначала мы хотели в виде благотворительности подарить организациям, но получили совершенно другую реакцию, когда за эти веночки рождественские нам стали поступать деньги. И вот как раз это те первые средства, на которые мы смогли купить дидактический материал для наших детей. Это то, когда мы поняли, что другие люди неравнодушны к нашим проблемам, к проблемам наших детей. Поэтому мы думаем, что и в дальнейшем реализация нашего проекта будет очень удачной. Вот уже по прошествии 5 лет работы с инклюзивным образованием мы все чаще задаем себе вопрос, как оно у нас возникло. Возникло спонтанно, по потребности, наверное, души, потому что, проводя набор детей в школу, мы все чаще стали обращать внимание на то, что появились детки, которым нужно особое внимание, а эти детки остаются вне школы. Они чаще всего приходят на индивидуальное обучение, а так хочется их вовлечь в этот весь процесс и показать им действительно яркий мир детства. И, наверное, мы сделали очень правильно, что открыли инклюзивное образование с 1 класса, когда дети, только начиная свой путь в школе, видели рядом с собой особенных для нас детей, ну, наверное, абсолютно равных и одинаковых для них. И вот накануне отъезда на конференцию у меня состоялся разговор с нашими пятиклассниками, и один мальчик у меня спросил: можно я задам вопрос? Я ему ответила: можно. Почему вы так много об этом говорите? Почему вы так много говорите об этих детях? Ведь они же такие, как мы. Они обыкновенные дети, они вместе с нами играют, сидят на занятиях. И это Вика маленькая, и мальчик без одной ножки, и на инвалидной коляске девочка. Ведь их же никто не обижает. Они вместе с нами в коридорах, они вместе с нами в столовой. Мы с ними дружим и помогаем. И я тогда действительно подумала о том, что да, эти дети такие же, как и все остальные, и, наверное, стереотипы нас, взрослых, только мешают нам принять этот факт как данное. И это очень хорошо. Вот я часто шучу и говорю, что спонсор нашей школы — энтузиазм. И действительно, 5 лет назад мы вот просто на энтузиазме открыли, взялись за это сложнейшее дело сами. Нас особо не поддержали, но нам не мешали. И мы потихоньку начали этот процесс. Я очень благодарна своему педагогическому коллективу, в частности, учителям начальной школы, которые взялись за это дело. И сегодня это уже наша гордость. Мы гордимся тем, что вот мы, как никто другой, в городе мы можем оказать такие образовательные услуги для деток. Это, во-первых, и подняло социальный имидж школы, о нас стали говорить. А во-вторых, мы уже на сегодняшний день видим результаты своего труда. Когда с сельских школ нам привозили деток, даже социально неадаптированных, а сегодня они уже прошли вот этот этап социально-бытового ориентирования. Они умеют завязать шнурки, они умеют на физкультуре стать в строй, они могут высидеть урок, и не просто высидеть, а поднять руку, не бояться ответить. Мы вообще очень гордимся тем, что вот нашу любимую Тальяну мы научили читать, и она не плачет на переменах, она уже смеется и очень счастлива быть вместе с детками и не ждет, пока ее заберет мама. У нас замечательные Данил и Вика, Данил и Лера, брат и сестричка, которые, наверное, скорее всего, уже на 5 класс инклюзивную категорию снимут, и они будут учиться, как обычные дети. Это результат нашего труда. Замечательно то, что вот родители деток, которые в силу своих нозологий не могут на сегодняшний день быть на инклюзии, а на индивидуальном обучении, они уже хотят, чтобы их дети были в коллективе, но пока что не получается. Но мы как бы идем на то, чтобы этих детей вовлекать в этот процесс, и это как бы
Совершенно другая форма инклюзии, которая очень распространена в Европе, это частичное включение. И по мере возможностей этих деток мы приглашаем на уроки изобразительного искусства, музыки, трудов, физкультуры, обязательно на все школьные мероприятия, где вместе с детьми в зале, радуясь тому, что происходит, дети чувствуют свою принадлежность к этому всему процессу. Такая вот частичная инклюзия, да, или включенная инклюзия. Поэтому у нас много идей появляется, и мы обязательно их все попробуем реализовать. Участвуя вот сегодня в конференции, мы просто вот в предвкушении того, что увидим инклюзивные семьи, посмотрим, как работают детки и родители вместе, инклюзивный спорт, инклюзивные коллективы. Это те формы, о которых мы даже и не знали. Мы больше были ориентированы на образовательный процесс, а есть еще масса направлений, в которых можно работать. Наверное, стоит сказать о том, что удалось нам вот достичь тех результатов, которые есть сейчас, не только на своем энтузиазме. Поддержка властей, поддержка программ, это тоже многое значит. Депутаты районного совета, увидя результаты нашей работы и увидя важность этого дела, разработали программу «Розвиток інклюзивного середовища в Васильевском районе», развитие инклюзивного образования в Васильевском районе. Что дала эта программа? Эта программа дала возможность ввести в штатное расписание учреждений должности ассистентов учителя. Они просто жизненно необходимы в образовательном процессе. И теперь в классе, где есть дети с инклюзивной формой обучения, работает учитель и ассистент учителя. Также есть такая форма работы, как ассистент ребенка. Детки с синдромом аутического спектра, с синдромом Дауна, они могут пользоваться услугами ассистента ребенка. Это могут быть родители, близкие люди или люди, на которых возложена эта обязанность. Получая государственную субвенцию по проекту развития инклюзивной образовательной среды в Запорожской области, мы хорошо за вот эти годы создали хорошую материально-техническую базу. Много очень методических разработок, разработали даже свои авторские парциальные программы с коррекционной физкультуры, логопедии и совместно с Институтом последипломного образования. В рамках проекта «Открытое пространство» в школе произошло много таких качественных изменений. У нас появился лестничный подъемник для ребенка на инвалидной коляске. С помощью этого подъемника девочка легко передвигается по этажам школы с помощью старшеклассников или мамы. Зрительные тренажеры, зрительные маркеры для детей, у которых проблемы со зрением, также есть и на лестницах, и в коридорах, и в классах обязательно. Наша гордость – это спортивный зал и инклюзивно-ресурсная комната, в которой происходят коррекционные занятия для детей с особенными потребностями. В ней есть и пескотерапия, и конструктор Лего, и территория для работы логопеда и дефектолога, и тренажеры сенсорные, сухой бассейн, в общем, все, что необходимо ребенку для того, чтобы после учебных занятий пройти часы реабилитации и коррекции, расслабиться и потом снова включиться в образовательный процесс. В рамках реализации проекта «Открытое пространство» сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в школе создана действительно команда педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, конечно же, родителей, администрация, которые как мягким покрывалом окутали наших деток и готовы прийти им на помощь в любой момент. Также необходимо сказать, что мы не забываем о том, что сотрудничество – это очень важное дело. И на сегодняшний момент очень много учебных заведений не только нашей области, а и по всей Украине, с которыми мы делимся своим опытом.
Учителя и администрация нашей школы сегодня есть не только региональными, а всеукраинскими тренерами, которые учат, как организовать правильно работу по внедрению инклюзивного образования в учебные заведения все области Украины. Совсем недавно был проведен, опять-таки, всеукраинский тренинг для всех областей Украины. Он был проведен при содействии фонда Порошенко, в результате которого не только произошла учеба, но и произошел обмен опытом между всеми регионами Украины. Конечно же, мы четко понимаем, что это проблема, которая решится не в один день и не в один момент, что для этого нужна очень плодотворная работа. И поэтому мы можем четко сказать, проект этот в Украине, он не будет не остановлен никогда. И в тот момент, когда родители поверят нам, а они уже, поверьте, имеют такой опыт, эта проблема постепенно начнет исчезать. Потому что не только мы, но и наши родители сегодня готовы делиться своим опытом. И этот опыт у них очень большой. Причем вовлекая других родителей, которые оставались один на один со своей проблемой, они тоже начинают понимать, что это не проблема, что это, наверное, дар Божий, такие дети. С одной стороны, это испытание для всех нас, а с другой стороны, мы должны показать, наверное, на то, на что мы способны, как мы готовы меняться. Потому что, к сожалению, как в Украине, так и во всем мире, детей с особыми потребностями становится больше.